Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для знака зодиака Близнецы на первую половину сентября. Мы коснемся сферы отношений для тех, кто состоит в отношениях, для тех, кто в поиске. Также посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы получим совет или предупреждение от Таро, совет от Оракула. И у нас будет маятник. Маятник отвечает на вопрос «да» или «нет». Пока я готовлю ваш расклад, подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Близнецы, первая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Очень много жезловых карт. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? И много фигурных карт. Так, и совет или предупреждение от Таро. Опять жезлы. Да, на дне колоды у вас шестерка жезлов. Ну, тут у вас какие-то энергозатратные ситуации, но карта говорит, что в конце этих 15 дней вы одержите победу. Тут победа может быть над собой, над своими страхами, неуверенностью, сомнениями. Также это может быть победить своих конкурентов, претендентов, завистников, соперников. Это может касаться работы, бизнеса, карьеры, но, да, отношений. Но также это может карта говорить о победе в какой-то ситуации. Но по магу вам нужно будет проявить активность, чтобы этот вопрос решить. Но в любом случае карта говорит о получении каких-то хороших новостей, о продвижении к вашей цели. Может быть, здесь даже вас наградят, признают как специалист, например, на работе. Или вы добьетесь, может быть, получите какой-то крупный заказ. Или признание, вот, может быть, вы занимаетесь чем-то связано с общением с людьми. То есть вот здесь вас награждают, здесь вам хлопают. Если, например, что-то связано с интернетом, это может быть очень много подписчиков, лайков, комментариев. Да, вот вам хлопают, да. Колесо фортуны. Но колесо фортуны это может быть и удачная какая-то финансовая прибыль. Или вот оказаться в нужном месте в нужное время. Так, ну сейчас посмотрим. Давайте еще я достану Ленорман. Близнецы, первая половина сентября. Сюрприз, неожиданность. Но тут известие получения то ли какого-то выгодного контракта. У кого-то здесь предложение руки и сердца. Вот смерть может, не знаю, сейчас посмотрим. Также это может быть заключение какого-то договора. Может быть договор купли-продажи. Может быть оформление, здесь девятка легла. Это или покупка-продажа недвижимости, или ввод в наследство. Здесь получение каких-то важных известий, сообщений, документов, финансов. Может быть, договор с партнерами или, ну это уже, по-моему, говорила, да, по работе, вот шестерка, вас признали как специалиста, вам не видно, вас признали как специалиста, это может быть вот удачный шанс заключить какой-то выгодный контракт или получить хорошую должность на работе. Может быть, это кольцо, это договор, но я здесь больше склоняюсь, контракт какой-то выгодный. Это кольцо, это то, что или люди заключают, или подписывают. Все-таки здесь легло письмо. Какие-то перемены идут.
Ну, сейчас будем смотреть, потому что для тех, кто работает, здесь вообще повешенный. Хорошо, в начале этих 15 дней, в начале сентября у вас ложится девятка пентаклей. Ну, во-первых, эта карта говорит о получении прибыли. Это карта сбора урожая. То есть она говорит, что человек над чем-то трудился, вкладывал свои силы, усилия. И сейчас он наслаждается плодами своих трудов. Это может быть рост благосостояния, стабильное финансовое положение, может быть независимость от родителей там, или от детей для кого-то, или может быть независимость в работе. Но еще это получение наследства и решение вопросов с жильем. Покупка, продажа недвижимости. И здесь у вас ложится смерть. Да, смерть может говорить о смене места жительства, но также смерть может говорить об окончании отношений. То есть вы или на пороге расставания, или вы уже расстались. Как правило, карта показывает, что ваша любовь умерла. Да, иногда по смерти мы чувствуем облегчение, мы понимаем, что у нас появляется свобода. Иногда мы чувствуем огорчение и боль. Ну, давайте мы уточним. Здесь переезд. Тут переезд, тут новоселье, смена места жительства. Кто-то готовится к свадьбе. Да, ну, как интересно, через смерть, да, но может быть... Она просто показывает, что в вашей жизни меняется какой-то один жизненный этап и начинается следующий. То есть одна дверь закрылась, открылась другая. Но я здесь думаю больше договор купли-продажи или наследства, получение каких-то важных для вас документов. Ну и тут или я говорю, или заключение брака, предложение руки и сердца, известие, или здесь переезд. Да, победа. Наконец-то я получила предложение руки и сердца. Да, я одержала победу. Хорошо. Для тех, кто в поиске, десятка. Десятка жезлов говорит, человеку тяжело. Это карта одиночества, когда мы чувствуем себя оставленным в одиночестве, да, опять повторяюсь, со своими заботами, со своими обязанностями, ответственностью. Это карта усталости и уныния. Ну, давайте вам совет посмотрим. Потому что все-таки в конце 15 дней у нас ложится король кубков. Карта говорит, мужчины могут влюбиться, а женщины могут встретить такого короля. Может быть, она наоборот, десятка, говорит, заканчивается период одиночества. Все-таки вот здесь вот победа. Ну, давайте посмотрим. Ну, Луна может показывать страхи, переживания, но она может еще показывать эмоции. Так, давайте еще одну карту. Луна нам не прояснила. Король мечей. Здесь ложится ваша карта. Но тут особенное предупреждение идет, конечно, для женщин. Если карта показывает вас, что вы привыкли принимать решения в своей жизни сами. Здесь карта может, как в совет, говорить, что вам нужно перестать контролировать все и всех. Вам нужно, наоборот, отдаться чувствам, эмоциям. А король мечей – это, как правило, человек безэмоциональный. Может быть, это и мешает вам познакомиться, влюбиться. Еще у нас король мечей – это очень категоричный человек. Вот вам она ложится в совет, она говорит, выключайте этого короля мечей. Вам нужно стать королем кубков. Мягким, чутким, чувственным. Даже если меня смотрят женщины. Ну и отпускайте контроль. Вот здесь шестерка, я говорила, здесь нужно одержать победу над собой. Меняться. Вам нужно становиться мягче. Ну и, конечно, победить свои страхи. Но здесь, знаете, нужно просто поработать над собой. Да, хорошо. Для тех, кто работает, старший аркан повешенный, здесь или у вас какая-то сложная ситуация на работе. Повешенный может говорить, что вообще ничего не движется, все подвисло, проекты какие-то, заказы, клиентов нет. Может быть, вы для развития бизнеса набрали каких-то кредитов и сейчас не знаете, как выпутаться из этого положения. Но еще повешенный может показывать безработицу. Также эта карта иногда несет переворот.
То есть, например, вы работали в офисе, а сейчас вам могут предложить работу, вот новый контракт или, может быть, новую должность, но это будет связано, например, с переездами. Или наоборот, вы много передвигались, а сейчас вас могут посадить в офис. Ну, давайте мы уточним. Здесь ложится маг. Маг — это активность, это коммуникабельность. Это когда человек может договориться с кем угодно, очаровать, примагнитить и решить любой вопрос. Но еще это может быть вот повешенное, это не движение, а маг — это наоборот. Это какое-то начало, это возможность сдвинуть горы. Но здесь вам советуют карты проявить ваше мастерство, умение, инициативу взять на себя. Давайте мы повешенное уточним, что у вас здесь. Башня. Ну, я говорю, здесь или потеря работы, ну, или тут потеря работы, да, или закрытие бизнеса, да. Башня — это разрушение. Но смотрите, рушится вот это вот стены, да, вот эта темница может быть для кого-то. А фундамент останется. Фундамент — это ваше знание, умение, опыт, мастерство. Оно никуда не делось. Так. И восьмерка. Новая. Здесь смена работы. Здесь или новый бизнес, или новый проект. Но, может быть, вам нужно будет победить в каком-то конкурсе. Может быть, будут претенденты на эту должность. Или здесь нужно будет потрудиться, чтобы вот это начало привело к тому, что вот вас оценят. Ну, восьмерка говорит, еще придется чему-то подучиться, потому что это карта подмастерья. Но, как правило, всегда показывает какие-то перспективные пути, новые проекты, да, которые потребуют еще вот отточить свое мастерство. Но если это на кого-то работа, то это очень перспективное начало карьерного пути. Но вот девятка тоже говорит, вам нужно держать ушки на макушке, это финансы. И вовремя как бы подсуетиться, что ли, не знаю, вот магом быть, да, может быть, обратиться к кому-то или переговоры какие-то составить, чтобы вот по колесу фортуны воспользоваться каким-то шансом. Тут или вы вообще с одной работы на другую перейдете, или здесь вот что-то, какой-то переворот будет. Тут, может быть, даже и куда-то уехать нужно будет. Самое главное, страхи убирайте. Здесь может быть даже рост и зарплаты, и финансовой прибыли. Девятка у нас ведь тоже говорит об удачном шансе. Может быть, это произойдет в начале сентября. Но через какие-то перемены и разрушения. Или, может быть, еще башня показывает неожиданность. Так, хорошо, для тех, кто в поиске работы, ложится королева жезлов. Если что-то планировали по магу, у вас есть какие-то задумки, планы, проекты, карта говорит по королеве жезлов, все начинания, которые вы запланировали, они будут очень успешными. Это именно все, что касается финансов, карьеры, работы. Но здесь карта говорит, что самое главное, будьте уверены в своих силах, возьмите на себя ответственности по королеве жезлов и по магу, возможности вам предоставятся. Также это может быть вот женщина, которая будет с вами, когда поможет вам. Может быть, это какая-то бизнес-вумен, которая примет вас на работу. Как правило, это женщина, которая работает на себя. Может быть, здесь все-таки это не ваша масть, может быть, здесь у вас какое-то бизнес-партнерство. Но вам нужно будет постараться, чтобы эта женщина вас оценила. Ну, шестерка говорит, что у вас получится. Давайте мы одну карту. Потому что здесь может быть заключение трудового договора, принятие вас на работу. Также это может быть какой-то контракт, может быть, на себя с кем-то. Или это хорошая заказчица. А здесь может быть подписание договора, работа с какими-то документами. Вот все равно ложится у вас и здесь что-то еще нужно будет получить, какие-то знания. Может быть, это что-то связано по пажу, может быть, какой-то мелкий бизнес. Так, сейчас. Семерка. Да, семерка у нас еще девятка. Семерка будет
медленное, но уверенное продвижение вперед. Да, может быть, не такое быстрое, как вам хотелось бы. Если это работа на кого-то, здесь будет перспектива карьерного роста, перспектива повышения зарплаты. Если это вы с кем-то собираетесь, то карта может показывать какую-то сделку, договоренность, вот вложиться и вместе работать над урожаем, да, чтобы его потом собрать. Здесь может быть паш мечей показывает, что вам нужно будет составить документально вот этот договор, если это бизнес-партнерство. Если вас принимают на работу, то опять же все должно быть записано документально. Вот в финансах у вас ложится девятка жезлов. Здесь я уже сказала, может быть, кому-то для того, чтобы что-то начать или получить какую-то должность, здесь вам нужно быть, да, вот начеку, чтобы вот этим шансом воспользоваться. Но еще здесь, может быть, принимают вас на работу, вам придется побороться, может быть, за зарплату. Доказать, что вы достойны большего. Это как вариант. Еще девятка – это вот для тех, кто начинает какую-то работу. Здесь карта говорит, учтите свои старые ошибки, промахи, не наступайте на одни и те же грабли. Да, воспользуйтесь старым опытом. И в конце этих 15 дней у вас ложится король кубков. Ну, вот для тех, кто в поиске любви, да, тут карта говорит, да, станьте помягче. Есть шанс познакомиться. Также это может быть помощь от кого-то, поддержка. Это человек, который к вам хорошо относится. Скорее всего, мужчина. Может быть, это ваш супруг, или отец, или, может быть, брат, для кого-то взрослый сын. Также это может быть поддержка по бизнесу, по работе. Давайте мы уточним этого короля. Для кого-то здесь, да, это король кубков. Это мужчина делает предложение. То есть он уже готов стать королем. Это, как правило, карта показывает влюбленного мужчину. Человек готов стать императором своей империи. Да. Но вот опять для тех предупреждений, кто вот здесь короля мечей включил, да, здесь нужно... Император – это доминант, но еще, вот, особенно для женщин, да, это я сказала, и так должно быть. Ну, вы знаете, что мужчины этого не очень любят. Опять же, император – это контроль. Контроль над всем и над всеми. Ну, а кто-то из мужчин уже готов стать императором, взять ответственность за семью, за отношения. Ну, и, как я сказала, может быть, император – это отец, от которого пойдет помощь, или это может быть супруг для кого-то, или, может быть, это друг. Но друг, скорее всего, занимает какой-то пост. Может быть, от него пойдет помощь, например, по работе. Ну, маг говорит, что все будет зависеть от вашей активности. Сейчас у вас очень много возможностей для продвижения к вашим целям. Поэтому действуйте. Хорошо, давайте получим совет от оракула королевы Луны. Совет для близнецов первой половины сентября. Так, релайз. Так, сейчас релайз, тут у нас отпускание. Ну, во-первых, она говорит, отпустите все, что вам больше не нужно. Но еще отпустите контроль над какой-то ситуацией, над людьми. Для вас пришло время освободиться от какого-то груза, какой-то ответственности, от того, что больше вам не нужно. Может быть, освободиться от старых привычек, от негативных мыслей, от каких-то установок, а также от страхов. Вот сейчас карта говорит, когда вы отпустите то, что вот, может быть, мешает вам двигаться вперед, или, может быть, вот мешает создать отношения. Когда вы все это отпустите, вы освободите место для чего-то очень хорошего. Хорошо, давайте посмотрим на маятнике, исполнится ли ваше желание или какой ответ вы получите на ваш вопрос. Так, маятник, ответь, пожалуйста, близнецам первой половины сентября, ответ на их вопрос.
Да или нет? Вы знаете, он вам не хочет говорить. Что-то он не... Или вы не определились с вопросом. Так, маятник, ну ответь нам, пожалуйста. Что-то он как-то сомневается, что ли. Ну, когда он так себя ведет, скорее всего, ответ нет. Ну, давайте еще раз посмотрим. Ответьте, пожалуйста, маятник близнеца. Ну, маятник вращается против часовой стрелки. Да, он просто не хотел вас расстраивать. Ну, во всяком случае, вот в эти 15 дней ответ нет. Ну, не расстраивайтесь. Все-таки это расклад общий. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.